Я вас приветствую. Сегодня речь пойдет, как вы уже догадались из названия видео, о самой сложной игровой ачивке. Ну или я придумал этому видео другое название в процессе. Вы, наверное, думаете, что эта ачивка будет связана с World of Warcraft или какой-нибудь другой ММО игрой, где нужно убить всех боссов начальным оружием. Но нет, мы сегодня не будем говорить о сумасшедших. Сегодня мы говорим о более приземленных. Для тех, кто видел заставку, возможно, уже поняли, о чем идет речь. А именно, мы сегодня будем говорить о Fallout Shelter. Речь пойдет о достижении Blast from the Past. Или же правильно переводе ностальгия. Играя в Fallout Shelter, я не думал, что это достижение будет таким тяжелым. Потому что на первый взгляд всегда кажется, что это игра для маленьких детей. Думаешь, они же не будут издеваться над братьями нашими меньшими. Но тут не задача. Выполняя достижения одно за другим, я не видел никаких проблем. Но добравшись до последнего, я был в шоке, что добыть 20 жителей это так сложно. Я начал смотреть разные форумы Steam, чтобы узнать, как же все-таки получить 20 жителей. И это казалось весьма нелегкой задачей. Ведь во всех обсуждениях писалось, чтобы выбить 20 легендарных жителей, нужно открыть более 400 ланчбоксов. А на тот момент у меня было открыто не более 100. И я подумал, да неужели это правда? Как это может быть? Ведь все задания я уже давно выполнил. В моем списке заданий присутствует лишь ежедневное и иногда еженедельное задание. Что же мне делать все это время? Если вам нечем заняться, рекомендую посмотреть несколько советов. Полежите стол. Ну и пойдемте немного по статистике. Играю в эту игру более 3 лет подряд. Практически каждый день, можно сказать каждый день. Чтобы совсем не сойти с ума, я делал всякие разные штуки. Например, призывал из радио жителей и просто выгонял их, чтобы нагнать статистику. Тут довольно интересная статистика, давайте взглянем на нее. Вот допустим, вот я выгнал только что до этого жителя. И можно посмотреть, сколько всего жителей я выгнал. Так, 1488 жителей я выгнал за все время игры. Между прочим, 372 часа. Играю с 2017 года, между прочим. На самом деле нет. В 2017 году я это создал первый раз, это убежище. Играю с 2022 года. Ну а теперь самое главное. Ланчбоксы. Их нужно будет открывать много и много. И с каждым временем вы становитесь заядлым игроманом, ожидая получить, в конце концов, очередного легендарного жителя. Что происходит не так уж и часто. Slide the gold into our inventory now. Gold, 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 arabesque. Oh, baby, come on, man. It's just 1 in 4,000. Just do it. 3, 2, 1. Titan holo. Titan holo. Titan holo. Titan holo. Titan holo. Titan holo. Titan. Oh, no! What? Oh, my God! Gold right here, right now. Bang! Ah! K6! K6! Tiger strikes! That's good! Maybe a back to back! Back to back! Ну вот, 18 июля я получил эту ачивку. Я собрал всех 20 легендарных жителей. Я получил свою 20-ку. Но почему-то разработчики не захотели держать интригу. Мне показали заранее. До того, как я еще увидел легендарного жителя. Хочу еще развеять парочку популярных мифов, на которые я сам попадался, когда искал как можно быстрее открыть всех жителей. Легендарные жители, они не приходят из пустоши через радио. Их нельзя родить, их можно открыть только через ланчбоксы. Теперь возвращаемся немного к статистике. Для получения этой ачивки мне понадобилось 372 часа игрового времени. Мне понадобилось открыть 448 ланчбоксов.
Это, кстати, среднее значение. Некоторые открывают на 400+, некоторые 500+. Но обычно этого хватает всем. Более подробную статистику выложу в записях на YouTube. А на сим хочу подвести итоги. Наверное, спросите меня. Конечно, никто не спросит. Стоило ли оно того? Ну, конечно же, нет. Разве что только ради видоса. Думаю, можно сейчас смело удалять Fallout Shelter. Вернусь в него только когда добавят дополнение, которое завезли на телефон в честь выхода сериала. А на этом все. Всем пока. До новых встреч. Скажи, как избавиться тебе от сатанинской лжи. Тебе нужен костюм от радиации греха. Это праведность Божья и истина. Куда катится мир? Куда, скажи, как избавиться тебе от сатанинской лжи. Тебе нужен костюм от радиации греха. Это праведность Божья и истина.